Всем привет! И я продолжаю сегодня свои путешествия по паркам недалеко от Нью-Йорка. Вот сегодня я нахожусь в Бэй-парке. Он находится, я так думаю, в Лонг-Айленде, недалеко от Хэмпстед-Лейк. И сегодня довольно солнечный день. Вот я смотрел этот большой парк первый раз здесь. Вот, на территории парка есть отделение полиции. Сзади меня еще какое-то сервисное здание. Вот. Еще, как видно, на парах в парке есть тренажеры, что интересно. Детская площадка. Людей сегодня не так много. И посмотрим, что есть еще в окрестностях. На территории парка есть стоянка для катеров и яхт. Если у вас есть своя яхта или катер, можно приплыть, или даже лодка, заправиться, вот, поплавать и сплавать по островам. Тут рядом есть какие-то ненаселенные острова. Вот. А вот видно площадка детская, которая находится на территории парка. Очень довольно красивый парк. Посмотрите, как классно сделана дорожка. Какие классные виды. Вот, а сзади как раз какая-то технологическая штука. Совсем понятно. Не знаю, что такое. Но очень много всяких труб. Вот. Впереди еще есть каток, видимо, когда здесь наступает зима. Каток заливают льдом. А сейчас он стоит вот без воды. Таким образом, я думаю, его сейчас используют для игры в футбол. Ну а причина, почему я сюда отправился, это же, конечно же, не парк. Вот, я отправился сюда, чтобы протестировать возможности дрона. Вот он уже вверху, я думаю, его видно. И он меня снимает, посмотрим, как он может использовать свои новые технологии, там новые приемы съемки, чтобы меня снять. Значит, первый мод, который я тестировал, называется MasterShot. Вот, в течение 2 минут дрон автоматически выбирает позицию, он выбирает, как пролететь, как подлететь, и заснимает видео. Причем написано, что он выберет лучшие кадры, вот, и из них сделает видео. Посмотрим, как получится. Несмотря что сегодня очень ветреная погода, ветер не сносит дрона, он по весу не очень большой, 249 грамм, но может немножко больше, потому что у меня батарея, которая на 10 минут больше летает, вот, и я думал, его будет сносить от сильного ветра, но он держится вполне нормально. Вот, что еще интересно, этот дрон
с батареей обычного плана он весит 249 грамм, потому что если уже больше 250 или 250, то надо получать специальное разрешение, и еще надо устанавливать обязательно Remote ID в Нью-Йорке. Это такая штука, которая транслирует сообщения из дрона на все ближайшие станции по радио, я так понимаю, по Bluetooth и по другим каким-то частотам, чтобы все, кто находится рядом, могли включить мобильное приложение и посмотреть, чей это дрон, кто это летит, на какой высоте, откуда он взлетел, и в случае чего дать вам штраф или, по крайней мере, увидеть на радарах. Вот. И что интересно, я смотрел в интернете, как это применимо к моему дрону, и оказывается, как раз когда на него устанавливается батарея, которая больше, чем стандартная, то он уже весит немножко больше, и автоматически дрон начинает транслировать этот сигнал. То есть ничего не надо устанавливать. Вот так вот интересно. Теперь все дроны под контролем. Вот та ситуация, когда сам дрон возвращается к приземлению, на точку приземления, потому что заканчивается батарея. Вот он подлетает. У меня на контроллере показывается, наверное, плохо видно, что происходит. Видно, как он туда, откуда залетел, прям туда и приземляется. И даже не отменится. Дрон сам рассчитывает, когда заканчивается батарея, сколько времени ему надо налететь обратно. Еще один режим, когда дрон меня облетает и автоматически снимает видео, что в принципе удобно, и возвращается обратно. Очень интересно. У меня запасная батарея оказалась, поэтому мы продолжаем. Но очень удобно с точки зрения того, что не надо следить за дроном, и он автоматически возвращается. Еще я заметил, что сенсоры довольно хорошие, и где-то на расстоянии метра-полтора они перестают работать. Еще один режим, в котором дрон улетает, снимает красивую картинку и возвращается обратно. Вот, по-моему, называется сфера. У дрона сейчас не видно, но если видно, то очень далеко. Вот. И причем снимает все в автоматическом режиме. Посмотрим, как получится в реальном видео. Вот, и сейчас дрон возвращается. Снижается обратно после интенсивных съемок. А вот теперь та самая опция, когда дрон сам следит за мной. Вот, как видно на видео, я иду, дрон меняет позицию и продолжает меня преследовать. В общем, новые опции довольно интересные, мне нравятся. Вот, я видел их намного больше, но, я так понимаю, уже протестирую в следующий раз, в следующем видео. Я хотел бы еще попробовать, как он следит за машиной, но для этого мне нужен водитель, потому что я не думаю, что это безопасно управлять одновременно машиной и дроном. Вот и подошло к концу второе видео мое про дрон. Очень интересный дрон, интересные функции. Вот. И
я думаю, вам понравится картинка и этот парк. Вот. Несмотря на то, что он довольно безлюдный. Может, хорошо, что он довольно безлюдный. Пишите в комментариях, как вы считаете. Предпочитаете более людные места или более пустые места. Вот. Ну и ставьте лайки, конечно же. Пишите комментарии. Все время приятно видеть обратную связь. И спасибо, что смотрели.